Загрязнение окружающей среды влияет на умственные способности людей. Это было выяснено в ходе исследования, которое провела группа ученых из Университета штата Огайо в США под руководством Лауры Фонкин. Отчет об исследовании был опубликован в журнале «Молекулярная психиатрия». В эксперименте приняли участие 2 группы мышей. Одна из этих групп в течение 10 месяцев, 5 дней в неделю, по 6 часов в день дышала загрязненным воздухом, который по своим параметрам отвечал средним показателям атмосферы крупных городов мира. Затем ученые провели тест, который должен был провести оценку умственных способностей мышей. Их помещали в ярко освещенное помещение с закрытой коробкой, в которой было небольшое отверстие, куда могли заползти грызуны, убегающие от яркого света. В результате выяснилось, что мыши, которые дышали грязным воздухом, с большим трудом находили и плохо запоминали местоположение этого отверстия, чем их собратья из тестовой группы. Вдобавок ко всему, эти грызуны были в состоянии, похожем на депрессию, и страдали от необоснованного беспокойства. Ученые предполагают, что виной этому твердые микрочастицы, содержащиеся в загрязненном воздухе. Они вызывают воспаление в части мозга, отвечающей за кратковременную и долговременную память, а также за формирование эмоций. В мозгу пострадавших от грязного воздуха мышей сильно упростилась структура и уменьшилось количество нервных клеток. Любая деятельность человека так или иначе сказывается на окружающей среде, а она в ответ реагирует и уже влияет на человека. Мы должны заботиться о нашем мире, другого у нас нет и не будет. Надеемся, это видео было для вас интересным. Будем благодарны за ваши лайки и комментарии. Обязательно расскажите нам, как вы помогаете бороться с негативными факторами человеческого влияния на окружающий мир. До новых встреч!